Водолеи, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале и снимаю для вас ваш второй прогноз на 2022 год. Снимаю немного с опозданием, но специально в новый лунный цикл наступившего года, для того, чтобы все эти цели, планы, идеи, желания, которые вы себе запланируете, они у вас пошли в рост и, соответственно, дали вам благодатную почву, чтобы у вас все сбылось, все отыгралось, то, что вы себе напланируете, намечтаете, и, соответственно, исключительно в положительных аспектах. Итак, в работе у нас сегодня Таро Золотой Нити, руническое Таро, и будет у нас еще с вами дополнительная колода Таро Ангелов, где мы будем тянуть аркан вашего ангела-хранителя на этот год и при помощи его сигила запечатывать ваши желания. Итак, настраиваемся на расклад. Напоминаю, что расклад является общим. Если необходимо, смотрите по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте информацию для того, чтобы посмотреть, какой из знаков для вас более информативен. Ну и опирайтесь на эту информацию, делайте свои выводы. Итак, общие энергии в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет, что уйдет у вас в рамках года и что придет у вас в рамках года. Все арканы я вам поднесу, все будет видно, поэтому в любом случае не переживайте. Все представим перед вашими глазами. Карта бизнеса, карта работы. У вас здесь ложится старший аркан дьявол. Карта, с одной стороны, новых финансовых возможностей, роста, заработка. Не всегда заработок, который, допустим, вы будете показывать, либо декларировать, потому что у нас в любом случае это карта офшоров, карта каких-то дополнительных заработков, назовем так, на стороне. Но и карта, которая будет от вас требовать новых обязательств, потому что тут по принципу хочешь много получать, бери на себя больше обязанностей. Поэтому давайте будем с вами раскрывать и смотреть, что же там будет по факту. В чем здесь будет заключаться эта созависимая ситуация. Итак, у вас здесь по связке арканов. Вот не зря вам сказала, что какой-то новый источник дохода, потому что руна Райдо, она же здесь двойка пентаклей, четверка мечей, тройка пентаклей. Допустим, одно дело, либо детище у вас будет переходить в фазу застоя. И вам здесь нужно будет искать новое направление в плане работы, заработка, увеличения доходов. Что у нас идет по финансам? По финансам у нас здесь ложится аркан императрица. Императрица у нас сама по себе карта плодородия, карта благодатной почвы, карта заработка, карта, которая у нас с вами указывает здесь на перспективы финансового роста. Но у вас, смотрите, что здесь идет по арканам. Восьмерка кубков, колесница и десятка мечей. Деньги пришли и сразу ушли. Давайте смотреть, куда, во что вы здесь будете вкладывать. По рыцарю мечей у кого-то это покупка транспортного средства. То есть вы планировали купить автомобиль, поменять автомобиль. Может быть, купить какую-то технику для работы, если вы задействованы каким-то образом в транспортной компании, строительной компании и так далее. И что здесь еще? Если вы планировали переезд, смену места жительства, то есть обстоятельства, да, которые у вас к этому вас подводят, то это будут значительные траты, связанные с вопросами переезда. Но вот я спрашиваю, будет ли ваша ситуация финансово стабильной по аркану император? Да, то есть здесь все выровняется. Вопросы здоровья. Колесница. Колесница у нас указывает на вопросы опорно-двигательного аппарата. То есть это могут быть ушибы, вывихи, это искривление дисков позвоночного столба. То есть это напрямую акцент на то, что нужно заняться профилактикой подобного рода, ну, я не могу назвать это заболевание, да, но ситуация, которую вы можете предотвратить. Особенно если у вас есть предпосылки к артриту, то здесь это, знаете, как ситуация номер один, которой вам нужно в первую очередь активно заниматься, чтобы эти болезни у вас не разрастались, не пошли в рост и не принесли вам каких-то проблем и неурядиц. Ну, давайте посмотрим, что же здесь. Рыцарь кубков, королева пентаклей, туз жезлов. Замечательные арканы. Но рыцарь кубков — это у нас вопросы кровотока, лимфотока. Королева пентаклей — это часто в связке, в совокупности этих карт. Это могут быть какие-то шишки, наросты и так далее. А туз жезлов — воспалительные процессы. Что здесь еще? По связке этих арканов для женщин это могут быть вопросы второй беременности. То есть зачатие, деторождение. Поэтому если вы планировали, то, как говорится, благодатный период, благодатная почва, здесь у вас все может получиться. Если мы будем с вами рассматривать вопросы личной жизни,
то здесь по колесу фортуны какие-то кардинальные или знаковые изменения. Давайте смотреть, с чем они будут у вас связаны, чем будут обусловлены. Итак, шестерка пентаклей, шестерка жезлов, маг. Ну, для многих, смотрите, если вы свободны по связке этих арканов, новая эмоция, симпатия, влюбленность, шестерка пентаклей, шестерка жезлов и маг — это обретение партнера, либо человека, который является как вашим зеркалом, отзеркаливает вас во многих поступках. Это новая страсть, новое влечение, это развитие отношений. И если мы будем с вами рассматривать ситуацию любовных треугольников, как она будет развиваться для вас, то по пятерке пентаклей это однозначно в одной из двух связей вы будете ставить жирную точку. Если, например, на выборе находитесь не вы, а ваша, допустим, вторая половина, неважно, женщина или мужчина, например, мужчина у вас не свободен, давайте смотреть, чем это ознаменуется для вас. По дураку это будет новый этап жизни. Почему? Потому что здесь мужчина будет делать знаковый выбор. На это указывает двойка жезлов и по аркану колесница. Но здесь это идет развитие отношений с вами. То есть если смотрит меня мужчина, то есть интерпретируйте под себя. Потому что здесь, как показывают арканы по связке этих карт, эта женщина, допустим, будет уходить к вам. Неожиданные события. Башня. Башня — это как карта, которая может указывать на какие-то кардинальные знаковые перемены, но обратите внимание, здесь нет разрушения целостности структуры самого строения. Это, видите, как грозовые тучи, молнии, это как резкие какие-то вот перемены, которые могут быть болезненными. Но башня у нас часто еще символизует, в принципе, символизирует структуры, бюрократические проволочки, социальные изменения, мировые какие-то колебания и вопросы недвижимости. Поэтому давайте будем прояснять, что же у вас здесь. Что же у вас здесь? Луна, правосудие и король мечей. Итак, для многих первое, что здесь идет. У кого-то это вопросы ультиматума, то есть это желание строить семейный очаг официально. Правосудие, король мечей — это иметь официальные обязательства, то есть бить на то, что или мы из серии там будем вместе, мы расписываемся, или по башне мы все рушим. Это первый момент. Ну и второй момент, здесь Луна, правосудие, король мечей — это что-то нотариально оформлять. Боже, як це російською, як спадщину. Как наследство. Вот. Как наследство. То есть переписывать дарственные еще такие моменты. И третий нюанс. Здесь все-таки отслеживаются моменты, когда, я не могу сказать это абсолютно за всех, но у некоторых это могут быть вопросы, связанные с ограничением комендантский час, либо просто внешнесоциальные какие-то ограничения, потому что Луна — это цикл, допустим, месячный, либо время суток. Правосудие и король мечей — это силовые структуры, чьи ультиматум либо ограничения мы будем вынуждены, например, принимать. Хорошо, что от вас уйдет в рамках этого периода? Здесь мы видим старший аркан суд. По суду это какие-то судебные процессы, это может быть налаживание контактов и отношений с вашими близкими, с родственниками. У кого-то, если кто-то искал родственников, это как завершить процесс поиска. Это вопросы усыновления, если у кого-то они стояли тоже на повестке дня. Ну и, в принципе, восстановление каких-либо документов. Сейчас будем просматривать, что здесь по факту. Звезда, тройка мечей, двойка кубков. Но здесь это в первую очередь по суду. Если у кого-то были бракоразводные процессы, завершение отношений, то это как завершить отношения одни и идти в отношения иные. То есть вот завершение здесь для вас это какой-то болезненной ситуации. Хорошо, что для вас придет? По аркану маг. Взять контроль над своей жизнью в свои руки. Это, в принципе, знаете, как не только планировать, но и двигаться согласно тем целям, которые вы сами себе прописали. Давайте посмотрим, чего непосредственно они будут касаться. Каких целей, каких планов, каких задач. Паж кубков, пятерка кубков, шестерка кубков. У многих это будет касаться вопросов детей и вопросов родственников. Итак, о чем здесь у нас с вами речь? У кого-то обеспокоенность вопросами зачатия, деторождения – это раз. У кого-то это решение вопросов генетических заболеваний, либо наследственных заболеваний. Маг здесь как следствие обращения к врачу. Здесь, знаете, как в первую очередь у кого-то не то, что не ситуация отчаяния. Ну, давайте объясню так. Когда
некому вам помочь с ребенком, посидеть с ребенком, ну, там бабушки, дедушки далеко, или их нет, то вот маг — это искать специалиста, который вам будет оказывать какие-то помощь, услуги, связанные с вашими детьми, начиная там няня, сиделка, репетитор, прочие какие-то моменты. То есть это у вас будет на повестке дня. Так, теперь с вами будем смотреть карту года, карту совет. Что же у вас здесь? Карта года у вас падает старший аркан мир, карта совета у вас падает аркан правосудия. Итак, естественно, если вы планировали, вдруг у вас стоял вопрос на повестке дня, переезд, иммиграция, смена места жительства, трудоустройство за рубежом, открытие интернет-бизнеса, будь то блогерство, интернет-магазин, продажа каких-то ваших товаров и услуг, то, как показывают карты, однозначно да. Более того, по аркану мир — это завершение одного цикла и переход в новый цикл, в новые возможности, в новый этап жизни. Ну, сейчас будем смотреть, что же здесь. И снова мир, смотрите, сила и семерка кубков. Ого. Ну, здесь для вас по картам все-таки, если вы планировали переезжать, либо открывать свой бизнес, какую-то нишу в сфере логистики, туризма, интернет, каких-то услуг, вопросы, связанные с пиар, рекламой, медиапространством и вашей реализацией на этом поприще, то это однозначно ваше, потому что здесь воплощение мечты, новая цель, новая идея, это новые ростки жизни, как показывают карты. То есть здесь для вас действительно год идет очень такой знаковый, очень важный. И что в плане совета? По правосудию. Действовать в рамках закона. Или по принципу «относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Научись брать и нести ответственность. Действуй традиционно, действуй официально. То есть это касается каких-то делок, открытия предприятий, ФОП и так далее. Если эти отношения, то отношения узаконенные. Либо если вы что-то там где-то оформляете, то это должно быть не на словах, а на бумаге, заверено нотариально. Потому что к этому у вас призывает этот аркан. И что здесь еще? Давайте мы с вами его раскроем, посмотрим, что там. Жрица, паж жезлов и пятерка жезлов. Кстати, еще такой момент. Я сейчас протрактую в бытовом аспекте и, безусловно, скажу так, в эзотерическом. Итак, в бытовом аспекте. Не вести какие-то тайные махинации, не работать скрыто, не вести каких-то офшорных сделок, потому что по жезлов просочится информация, и потом по пятерке жезлов эти трудности будете выгребать сами. То есть то, что сами себе создали проблемы, сковали себя по рукам, по ногам. Особенно если это касается вопросов конкуренции в плане бизнеса. Если, скажем так, с эзотерической точки зрения, то это самое время делать чистки и делать откаты, потому что по справедливости это обратка. Вашим врагам, тем, которые пытались пробить вашу энергетику, либо каким-то образом вам насолить, либо сделать на вас переклад болезни. То есть здесь, как пока, это, знаете, как не только очиститься, но и вернуть обратно из серии «выгребай себе теперь сам то, что ты отдал мне». Если мы проанализируем в целом, какие сферы для вас значимы в рамках этого периода, этого года, ну, общая энергия года, я думаю, это и так, да, понятно. Но на повестке дня это личная жизнь и финансы. Это вот такие вот топовые сферы для вас как номер один, на которые нужно обратить внимание, о которых нужно задуматься. И здесь карты вам сулят наиболее значимые перемены. Теперь посмотрим карту вашего ангела-хранителя. Настройтесь, пожалуйста, на расклад. Подумайте о том, чего вы хотите. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Можете даже прописать ваше желание. И сейчас будем смотреть, кто же вам будет помогать. Десятка жезлов, Нанаэль. Бог, который в первую очередь помогает восстановить, знаете, ваши экстрасенсорные какие-то возможности коммуникации, будь то вещи сны, вещи знаки, потому что, знаете, это обращение к религии, к наставникам, к учителям, то есть это, знаете, как вести вас знаками судьбы, пророчествами, потому что это ангел, архангел, который вам посылает знаки судьбы, открывает глаза на многие вещи и вас ведет. Как следствие, чувствовать какие-то деструктивные вещи, при необходимости их грамотно снять, поставить себе защиту. Вот этот вот лавровый венок как символ победы, символ благодати и вот чистой энергетики. Видите, он здесь в полете. Поэтому то, что вам здесь идет и будет во благо. Теперь, пожалуйста, настройтесь на расклад.
на ситуацию, на карту и сигил вашего ангела-архангела. Я сейчас тихонечко прочитаю оговор, и мы с вами будем опечатывать ваши желания. Ваши желания мы опечатали. Для вас, как всегда, все негативные аспекты я для вас перекрою позитивными. Перекрою вашим личным арканом, арканом звезда. Это символ знака Водолея, скажем так, ваша карта-сигнификатор. Для того, чтобы у вас были силы бороться с какими-то трудностями, напастями, ситуациями, да, которые вас могут выбивать из колеи. Для того, чтобы у вас была энергия воплощать все задуманное вами в жизнь. Для того, чтобы у вас была мотивация к чему-то стремиться, двигаться вперед. Для того, чтобы вы стали хозяевами своей судьбы и могли, знаете, в первую очередь достичь каких-то даже самых таких невозмутимых целей, которые вам казалось, что они просто недосягаемы. Поэтому здесь вам сил, энергия и вдохновения, и как следствие реализации. Быть на верном пути. Все стихии в ваших руках. И здесь следующую колоду мы для вас будем закрывать позитивными переменами. А именно арканом мир и благостными изменениями. Это колесом фортуны. Пусть, мои хорошие, у вас именно так, в таком ключе отыграются только позитивные изменения. А я по прошествии времени от вас буду ждать обратной связи, как для вас отыгрался этот расклад, насколько он для вас был полезным, информативным и продуктивным. Поэтому оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Но для тех, для кого актуальны мои индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или шапки YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Благоприятного, благостного года, счастья, любви, здоровья и воплощения ваших самых-самых заветных желаний. Это искренне от всей души. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч.